Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу поотвечать на ваши вопросы. Какой материал я использую для заливок в молды? Также какие краски я использую для окрашивания заливок и заготовок? И также какие инструменты и материалы потребуются для начинающих? Возможно, эта информация будет полезна для всех. Надеюсь, видеообзор будет для вас полезен и интересен. Приятного просмотра! И начну я с материала, который использую для молдов. Первое – это паста текстурная Сонет. Работать с этой пастой приятно, заливки получаются хорошего качества. И второй материал – это зефирная глина Crafters Clay. С ней работать легче, чем с текстурной пастой Сонет. Но мне нравится работать с этими двумя материалами, как и с пастой, так и с глиной. Единственная разница между ними, что заливки из пасты сохнут дольше. И вот на примере двух заливок я вам сейчас покажу, в чем их отличие. В принципе, обе заливки выглядят одинаково. Единственная из глины, она намного белее. И ее можно не окрашивать, если вам нужен белый цвет. Если же нужен другой, можно окрасить в другой цвет. Также по гибкости они одинаковые, что из пасты, что из глины. Заливки выходят очень гибкими. И еще один важный момент, этот момент важен для меня, что из текстурной пасты Сонет заливки выходят более надежными, не такими хрупкими, как из зефирной глины Crafters Clay. Поэтому заливки из пасты после полного высыхания вы их никак не сможете повредить. А вот заливка из зефирной глины, нужно работать с ней очень аккуратно, так как при неправильном нажатии вы можете просто ее сломать. Свои первые заливки я делала из герметика, очень сильно расстроилась, распереживалась, и сразу у меня возникла такая мысль, неужели нет материала, при котором заливки будут получаться идеальными? И сейчас на этот вопрос я отвечаю пословицей «скупой платит дважды». И вот мой совет вам, кто только начинает, либо хочет начать делать такие елочные игрушки с лепниной, купите сразу качественный материал, используйте его, работайте с качественным материалом. Ведь от этого зависит и ваше настроение, и ваша работа, и эмоции ваших покупателей. И сейчас подытожу. Мне нравится работать с двумя материалами, как с пастой, так и с глиной. Заливки можно окрашивать как и из пасты, так и из глины. По гибкости они одинаковые, единственное, из глины они более хрупкие. Если вам нужна белого цвета заливка, из глины ее можно не окрашивать, а из текстурной пасты нужно окрасить. Я окрашиваю в 3 слоя. И, конечно, инструменты, которые вам понадобятся для заливок, это молды. На начальном этапе я советую приобрести несколько молдов с новогодней тематикой, также пару молдов с различными узорами, рамками и мелкими деталями. И инструменты, которые понадобятся для закладывания заливок в молды, это ваши руки. И я использую для закладывания текстурной пасты Сонет вот такую деревянную палочку. Для зефирной глины Crafters Clay никаких инструментов не нужно, только ваши руки. Далее в видео я хочу вам рассказать и показать, какие краски я использую как для заливок, так и для елочных заготовок. Инструменты, которые я использую для окрашивания заливок и заготовок, это кисти и спонжики. Кисти я в основном использую для окрашивания заливок, а вот спонжиками уже покрываю заготовки. Краски я использую разных фирм, единственное, они все у меня акриловые. Краски я покупаю в основном в хобби-магазинах, точнее в художественных магазинах, либо в строительных. В художественных магазинах они продаются маленькими объемами по 20 и 50 мл, а в строительных магазинах объем уже идет намного больше, по 230 мл примерно. Для начала я советую приобретать краску белого цвета, серебро и золото, а затем уже постепенно расширять свою цветовую палитру. И как на видео вы видите, я вам показываю цвет краски, а затем уже игрушку, окрашенную в этот цвет. Все заготовки я окрашиваю в несколько слоев, в зависимости от текстуры краски и цвета. И поверьте, ваша цветовая гамма по краскам начнет расширяться быстро. Допустим, кто-то захотел игрушки в бирюзовом цвете,
хотите, вы их делаете, окрашиваете, выкладываете фото. Кто-то вам еще написал: я хочу тоже в таком цвете, а кто-то может написать: я хочу в фиолетовом цвете. Вы, соответственно, идете, покупаете эту краску, и вот таким способом ваша цветовая гамма расширяется, и опыт ваш тоже растет. И теперь немного хочу сказать по качеству красок, есть ли какое-то отличие из художественных магазинов и из строительных. Отличий по качеству нет, есть только разница в оттенках и в объеме краски в банке. На видео вы видите различных оттенков эмали, это из строительного магазина фирма ВГТ. И вот так эти эмали выглядят на заготовках. Окрашивала я в 5 слоев, чтобы добиться такого цвета. Красила я во столько слоев, потому что эти эмали содержат металлический пигмент, и я хотела, чтобы он более сильно отображался. И еще мне нравится вот эта эмаль, называется она перламутр, очень красиво смотрится на заготовках. Правда, здесь эта заготовка окрашена только в 2 слоя, так как я только начала с ней работать. Эту заготовку я готовлю под елочную игрушку. Надеюсь, моя задумка получится. Решила вот немного поэкспериментировать и, конечно, с вами поделюсь результатом. Я очень надеюсь, что ответила на все ваши вопросы, и видеообзор был для вас полезен и интересен. И еще хотела добавить, что, как видите, ничего сложного нет для тех, кто хочет начинать, либо уже начинает и не знает, за что браться и хвататься. Сейчас мы живем в такой век, когда все доступно, и если даже что-то в вашем городе не продается, можно заказать через интернет. И самое главное, это, конечно, найти те материалы и инструменты, с которыми вам будет приятно и удобно работать. И хочу вам пожелать творческих успехов в ваших начинаниях и работе. Поэтому творите, создавайте, экспериментируйте и ничего не бойтесь. И на сегодня это все. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!